Полицейский по имени Чарли любил свою работу. Каждый день, выходя на смену, он чувствовал себя частью чего-то важного и значимого. Его задача заключалась не только в том, чтобы обеспечивать безопасность на улицах, но и в том, чтобы помогать людям в трудные моменты. В тот день ему выпала роль дорожного патрульного, и он с радостью принялся за свои обязанности. Солнце светило ярко, а ветерок приятно обдувал его лицо. День казался обычным, и Чарли ожидал, что пройдет без особых происшествий. Однако все изменилось, когда он заметил черный джип, который медленно подъезжал к его полицейскому посту. Джип был сильно тонирован, что сразу привлекло его внимание. Это было явным нарушением правил дорожного движения, и Чарли, не раздумывая, решил остановить машину. Он подошел к водителю, который выглядел немного нервно, и попросил его документы. «Здравствуйте, сэр. У вас есть документы на автомобиль?» — спросил Чарли, стараясь сохранить спокойствие. Водитель, слегка потянувшись к перчаточному ящику, вытащил документы и протянул их полицейскому. Чарли проверил их, но его интуиция подсказывала, что что-то не так. Он попросил водителя опустить все стекла, чтобы удостовериться, что в автомобиле нет ничего подозрительного. Когда стекла были опущены, Чарли увидел ужасающую картину, которая навсегда изменила его жизнь. На заднем сиденье джипа сидела его жена, Лора, с любовником. Их глаза встретились, и в этот момент мир Чарли рухнул. Он не смог сдержать слез. В голове проносились воспоминания о том, как они строили свои мечты, о том, как он доверял ей и любил ее всем сердцем. Теперь все это казалось ложью. Лора, увидев его, попыталась объясниться, но слова застряли в горле. Чарли, не в силах вынести этого предательства, вернулся к своему посту, оставив за собой джип и его водителя, который, похоже, не понимал, что произошло. Он чувствовал, как его сердце сжимается от боли, и мысли о предательстве терзали его душу. После работы Чарли вернулся домой, и его ожидала Лора. Она бросилась к нему, умоляя простить ее, но он не мог. В его глазах она была не просто женой, а человеком, который предал его доверие. Он собрался с силами и сказал ей, что она должна уйти. Лора пыталась объяснить, что это была ошибка, что она любит его, но Чарли не мог больше слушать. Это было слишком тяжело. Когда она покинула дом, Чарли остался один в тишине, наполненной горем и разочарованием. Он чувствовал себя опустошенным, словно весь мир рухнул. Он не знал, как жить дальше, как восстановить доверие к людям. В его сердце осталась лишь пустота, и он понимал, что это предательство будет преследовать его долгое время. Несмотря на всю боль, Чарли знал, что ему нужно двигаться дальше. Он решил сосредоточиться на своей работе и на том, чтобы стать лучшим полицейским, каким только мог быть. Он понимал, что время лечит, и, возможно, однажды он сможет снова открыть свое сердце для любви. Но сейчас ему нужно было время, чтобы восстановиться и разобраться в своих чувствах. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.